Очень важный вопрос. Существуют ли ранние признаки рака? Вообще-то изначально у рака нет никаких симптомов, но это на начальных стадиях. Именно это и является проблемой. Многие симптомы могут указывать как на рак, так и на многое другое. Например, усталость и бессонница. Эти два симптома. Но они могут быть вызваны много чем еще. Некоторые симптомы потенциально могут указывать на рак, если они хронические и никак не проходят. Например, хронически больное горло, незаживающие раны и язвы на теле. Но опять же, это также симптомы многих других проблем. Кровь в кале или моче, кровотечение из носа. Однако кровь в кале может указывать на геморрой, а кровь в моче — на камни в почках. Кровотечение из носа на проблемы с пазухами, например, если пазухи высыхают. То есть причины бывают разные. Постоянно высокая температура может означать, что иммунная система с чем-то борется. Распухшие гланды, допустим, это никак не проходит в течение разумного времени. Потенциально это может быть одним из симптомов рака. Но, повторяю, в большинстве случаев у рака нет никаких симптомов. Главное, вам не следует жить в постоянном страхе. Не нужно постоянно думать, есть ли у меня рак или нет. Необходимо, наоборот, очень активно предотвращать рак с помощью профилактических мер, то есть здорового образа жизни. О раке вам стоит знать вот что. Во-первых, рак питается сахаром. Еще он может питаться двумя аминокислотами. Это материал для белков — глютамин и глицин. Дело вот в чем. Эти две аминокислоты в принципе есть почти в любой еде. Так что поймите, рак вызывают вовсе не сами эти аминокислоты. Поэтому если вы здоровы, вам незачем избегать в еде этих двух аминокислот. Речь о том, что если рак появился, вот тогда и нужно их избегать. Каким образом? Первое — интервальное голодание. Так вы будете реже употреблять эти аминокислоты, и это поможет. Голодание в принципе является хорошей профилактикой рака. Тому есть много причин. В описании будут ссылки по этой теме. Если вы здоровы, вам незачем избегать этих аминокислот, просто избегайте сахара. А если рак у вас есть, можно сделать вот что. Можно употреблять все незаменимые аминокислоты и избегать только глютамина с глицином, ведь они не являются незаменимыми. В США рак на втором месте среди причин смертности. И есть несколько способов профилактики рака. Первое — кетогенная диета. Уменьшите потребление углеводов, избегайте сахара. Это лишит рак пищи. Раковые опухоли не могут питаться кетонами. Поэтому начать кетогенную диету — это очень разумный шаг. Второе — следует избегать канцерогенов, того, что вызывает рак. К ним относятся ГМО-продукты, а также радиация. Сюда же относятся избыточные диагностические исследования, например, КТ или рентген, химикаты. Ешьте органические продукты. В окружающей среде очень много разных канцерогенов. И выход в двух вещах. Во-первых, уменьшить то, что вредно, есть органическую еду. Во-вторых, употреблять еду, которая является противораковой и которая борется с канцерогенами с помощью ферментов и печени, так называемыми ферментами первой и второй фазы, благодаря которым ядовитые вещества перестают быть ядовитыми. Так что, если вы будете есть то, что я рекомендую в своей диете, то есть в здоровой кето-диете, а также соблюдать интервальное голодание, то вы будете в достаточно хорошей форме, чтобы риск заболевания раком был сведен к минимуму. Смысл этого ролика в том, что не надо жить в страхе. Лично я даже считаю, что страх может вызвать рак. Вместо этого надо активно вести здоровый образ жизни и избегать рака, насколько это возможно. На этом все. Спасибо за просмотр. Как вам моя новая доска? Больше никаких маркеров. Это просто супер. Потому что раньше мне приходилось заполнять эти маркеры чернилами буквально каждый день. Такие вот они недолговечные. И вот теперь у меня эта супердоска. Теперь можно двигать надписи. Она совместима с PowerPoint. А вот ластик. Только гляньте. Правда здорово? Посмотрите, я в восторге. Прощайте, чернила. Еще не все освоил, но все впереди. Ну что, до новых встреч!